События в Венесуэле разворачиваются стремительно, и ничего хорошего для страны ждать не приходится. Конечно, в положении страны, где только темпы инфляции выражаются 4-5-значными цифрами годовых процентов, хорошего и так мало, но кое-кому очень хочется, чтобы стало совсем плохо. Соединенные Штаты в лице президента и госсекретаря окончательно перестали соблюдать хотя бы минимальные требования приличия, поддерживая митингующую в Венесуэле против избранного президента Мадуро оппозицию. Вашингтон понять можно столько поощрений, хлестких, но вполне заслуженных, сколько Штаты получили от предыдущего главы страны, ныне покойного Уго Чавеса, они получали разве что от молодого Фиделя. Да, еще от вьетнамцев в свое время. Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо проснулся в среду утром и сразу же объявил себя президентом. Тут же где-то в Вашингтоне госсекретарь Марк Помпео допил кофе и стал штудировать венесуэльскую конституцию, читал долго и дошел до 233 статьи основного закона южноамериканского государства. После чего в Твиттер появилась пафосная запись. Соединенные Штаты признают смелое решение Хуана Гуаидо взять на себя роль временного президента в соответствии со статьей 233 Конституции Венесуэлы. Мы поддерживаем парламент и их усилия по созданию переходного правительства и подготовке Венесуэлы к свободным и справедливым выборам, написал Помпео. В том, что в современном мире о признании самозваных президентов, при наличии избранного, начали объявлять в соцсетях, нет ничего удивительного, время такое. А вот как англосаксы готовят страны к свободным и справедливым выборам, не понаслышке знают Ирак и Ливия, Сирия и даже Сербия. Более того, это представляет даже турецкий президент Эрдоган. Решительно и жестко расправившись с попыткой государственного переворота в своей стране, очень похоже, что именно им самим и организованный, Реджеп Эрдоган преисполнился решимости стоять отныне за всех тех, против кого направлены государственные перевороты, и выразил братскую поддержку Мадуро. Во всяком случае, Ибрагим Калын, пресс-секретарь турецкого президента, сообщил, что его шеф связался с Каракасом и сказал: «Мой брат Мадуро, держись крепко, мы рядом с тобой». А глава МИД Турции Чавушоглу сказал очень правильные слова: «В последнее время США и некоторые латиноамериканские страны вмешиваются во внутренние дела Венесуэлы. В ней есть избранный президент». В то же время спикер парламента объявил себя президентом, и некоторые страны это признают.
Это очень странная ситуация, она может привести к хаосу, и Эрдогану, и Чавушоглу, и всем на свете прекрасно известно, что именно хаоса и добивается Вашингтон, поскольку хаос и есть то состояние того государства и общества, где Соединенные Штаты возжелали поставить у власти своего парня. Ситуация в Венесуэле мало располагает к веселью, но нельзя не усмехнуться, пусть и горько, реакции Вашингтона на заявление Мадуро о разрыве дипотношений с США. Венесуэльский президент дал американцам 72 часа на то, чтобы собрать вещи и покинуть территорию страны. Штаты заортачились, словно молодая жена, которую выставляют из мужниного дома за невинную шалость. Не хотим уезжать, мы здесь, мол, прописаны. Насколько такое поведение согласуется с общепринятыми правилами поведения в международных отношениях, а никак не согласуется, ведь Вашингтон кого хочет, того и признает. А если вдруг Мадуро пошлет силовиков, чтобы те помогли американской дипмиссии уложить чемоданы, так это будет прекрасный повод для американского военного вторжения, со всеми вытекающими иракско-ливийскими последствиями. То, что социально-экономическое положение в Венесуэле можно назвать катастрофическим, это чистейшая правда. Как чистейшая правда и то, что эту катастрофу заботливо готовили для богатой углеводородами страны вполне определенные столицы.